Здорово! Не задавались ли вы вопросом, почему у каннибалов нету глаз? Ведь эта исключительная особенность присутствует только у них. Хотя не то чтобы у них прям нету глаз. У них есть что-то подобное глазам, ведь они могут видеть, смотреть, да и не похожи они прям на слепых. Но все же, я думаю, что вы уже заметили, что именно у каннибалов есть небольшое отличие в этом плане. У всех демонов, да и не только, есть хоть какое-то подобие зрачков. Ну, есть, конечно, и другие демоны, у которых будто бы пустота вместо глаз. Но именно у каннибалов эта особенность наиболее распространена. Все вы знаете, что Вивзи Поп, автор отеля Хазбин, не брала определенную религию, веру или же культуру во время создания мультсериала. Скорее, она брала идеи и вдохновлялась ими, на основе чего и строила этот проект. Поэтому, строя теории по отелю Хазбин, можно приплесть туда всякую фигню, ну а иногда в действительности, зная всякие вероисповедания, религию, культуры разных народов, можно поподробнее узнать, как же устроена иерархия среди персонажей и намного лучше понять сюжет данного проекта. И кстати, не забывай подписываться на мой канал, мы уже на полпути к 5000 подписчиков. Также не забывай заходить в мой телеграм-канал, ну а если тебе зайдет этот видос, можешь посмотреть и остальные видео на моем канале. А еще, я конечно ни на что не намекаю, но у меня в описании есть ссылочка на Donation Alerts, и думаю, никнеймы людей, которые мне задонатят, вставлю в новый ролик. Ну и пока вы не успели ливнуть, продолжу. Многие теории по этому мульту строятся на разных вероисповеданиях, ну и поэтому я не стал исключением, и почему бы не залезть в интернет и не погуглить значение глаз во всяких религиях. Слепота как наказание за грехи. Дело в том, что слепота это мощный символ, его значение выходит далеко за рамки простого физического зрения. То есть, образы света и тьмы, которые он вызывает в воображении, способствуют глубоким концепциям, таким как природа греха и важность покаяния. То есть, мы видим, что каннибалы в аду даже не пытаются исправиться и перестать заниматься каннибализмом, ведь для них это настоящее удовольствие, и они этим наслаждаются, несмотря на то, что именно из-за этого они и попали в ад. В Библии слепота часто используется как наказание за грехи. Это наказание обычно предназначается для тех, кто умышленно не подчиняется Божьим заповедям. То есть, как я уже говорил, каннибалы умышленно едят себе подобных и даже не думают о том, чтобы прекратить это делать. Более того, исцеление слепоты часто представляет собой духовное исцеление и восстановление. То есть, скорее всего, если бы каннибалы когда-нибудь исправились и попали в рай, как Серпентиус, то у них были бы нормальные глаза. Слепота используется как символ просветления во многих культурных и религиозных традициях. Также не только у демонов есть какая-то глубокая связь, связанная с глазами. Мы можем заметить, что у всех ангелов, которые занимаются зачисткой ада, перечеркнут один глаз. Но в то же время у Веги, которая была частью этих ангелов, перечеркнут совсем другой глаз. Таким образом, ангелы, которые занимаются истреблением, символически закрывают один глаз во время того, как зачищают бесчисленное количество душ. Можно сказать, что они оставляют один глаз чистым и непорочным, а вторым наблюдают за всей этой жестокостью. В то же время, когда Веги проявила хоть какую-то милосердность в сторону демона, у нее забрали глаз и оставили ей только тот, который она не хотела порочить. Как бы ангелы тем самым заставили ее вечно блуждать в аду и видеть все это своими глазами, одним глазом. Ну а что говорить про Адама, у которого оба глаза как бы есть на маске? Ну а что вы от него думаете? Че он типа такой неженка что ли? Кстати, говоря об Адаме, думаю следующий ролик сделаю именно про него. Разберу, почему же он является жертвой, нежели злодеем. И постараюсь выстроить теорию, по каким именно причинам он стал себя вести так фигово и как вообще он попал в рай. Так что если ты хочешь увидеть этот ролик, подписывайся, ставь лайк, заходи в мой телеграм-канал, там я публикую новости о роликах и многом другом. Ну а я погнал!